Как насчет того, чтобы почувствовать себя первобытным человеком? Давайте подберем себе квартирку, вернее, пещерку, вот такая, как эта, пещерка-студия. Мы с вами в Чехии, рядом с городком Слоуп. Здесь в лесу притаилась небольшая, но очень впечатляющая пещерка Gypsy Cave. Тут есть все необходимое для первобытной жизни. Вот смотрите, сразу за входом спальня на несколько человек. Рядом кухня с очагом посередине и полочками для утвари на стене. И везде наскальные росписи. Вот вам мамонт, вот лошади, вот антилопы и охотники. Ну, целая первобытная галерея. Есть и надписи, весьма смахивающие на руны. Вокруг этой пещеры ходит множество легенд. Кто-то уверяет, что тут было ритуальное жертвенное место древних славян. Другие, что здесь скрывались от преследователей цыганские таборы, что вроде бы подтверждает название пещеры – Gypsy Cave. А кто-то считает, что это место сбора колдунов и ведьм. В любом случае, интересная локация. В конце видео мы к ней еще вернемся. Еще одно загадочное место – Кушталь в немецкой Саксонии, вернее в швейцарской Саксонии. Так называется природный заповедник из-за своей схожей со швейцарскими пейзажами красоты. Переводится название этой арки пещеры прозаично – коровник, но никак не отражает ее величественности. На высоте 337 метров эти скальные ворота высятся на 10 метров вверх, имея ширину 16 и глубину почти 25 метров. Почему коровник? Есть версия, что тут крестьяне прятали свой скот от шведских солдат во время 30-летней войны. По другой версии, жители средневековой крепости содержали здесь ворованных коров. Учитывая, что места тут не так уж и много для большого стада, версия с ворованными коровами кажется мне более правдоподобной. И тут также много следов пребывания первобытных людей и их наскальной живописи. Многие пещеры тут явно рукотворного характера и подготовлены к проживанию. Как известно, жизнь первобытных людей состояла не только из жилья и наскальных рисунков, но и из различных верований, ритуалов и обрядов. Подобное жуткое культовое место можно увидеть на горе возле чешского городка Желизы. К нему довольно трудно подобраться по крутому склону, скользящему под ногами песчанику и корням деревьев. Но в итоге вы выходите прямо к двум 9-метровым скалам, которые очень напоминают чертей с выпущенными пустыми глазницами и кричащими ртами. Она так и называется – чертова голова. Одна из легенд гласит, что это скала – окаменевший черт, который пытался проглотить весь мир, но что-то не подрасчитал, и его окаменили небесные силы. Кто-то утверждает, что это русалка и водяной. В общем, мнения расходятся. В лабиринте этих скал вполне можно заблудиться, и их явно использовали как место проведения различных языческих ритуалов. Ну и теперь самое главное. Ни одна из просмотренных нами локаций отношения к первобытным людям не имеет. Как позже выяснилось, все это дело рук уже современных людей. То ли с целью реализовать свои фантазии, то ли привлечь туристов. Цыганская пещера – не что иное, как остаток от добычи песка, своего рода бывший карьер. Позже в нем действительно прятались цыгане, но не первобытные. Арку Кушталь в Германии высекли не дикари, а река Эльба, которая потом ушла из этих мест. Впрочем, эта пещера явно могла использоваться как прибежище для первых людей, но вот рисунки на стенах – это банальная имитация их творчества, чтобы воображение туристов будоражило. А чертова голова всего лишь произведение монументального искусства. В рядом расположенном замке в XIX веке жил повар, который увлекался скульптурой – Вацлав Леви. Он и вытесал из скал эти жуткие 9-метровые морды. А еще погулял по местному лесу и каждую скалу превращал в какое-то местное сказочное чудовище. Нафантазировал, столько, что туристы теперь бродят и пугаются.
Короче, вот так нас туристов дурят. Поэтому не ведитесь на всякие сказки и красочных вам впечатлений.